Друзья, всем привет! Привет! Вы на канале «Не без разницы» С вами Лёша и Стас. Мы проходим на нашем канале жуткий челлендж под названием «Заброшенный дом». Это леденящая кровь история о старом пансионе, в котором в 19 веке обучали будущих гувернанток. Наш герой Винс приобрел этот пансион и решил сделать из него уютное гнездышко. Но призраки прошлого не покинули это место, и то и дело восстают из густых теней, не давая Винсу покоя. По ходу прохождения челленджа Винс находил части дневника одной из воспитанниц пансиона леди Агнессы и постепенно узнавал о страшных событиях, которые произошли в пансионе много-много лет назад. Как Винс заметил, дневник написан в определенной стилистике, характерной для позднего средневековья, но изобилует множеством ошибок. Все-таки воспитательница леди Агнесса обучала здесь сирот из приюта, и с основами правописания они только-только знакомились. Итак, по вашему совету мы собрали все части этого жуткого дневника в одном видео, чтобы вы могли получить полное представление о том, что же все-таки случилось в этом доме. Также мы добавили старинные фотографии, которые попались Винсу в доме. Устраивайтесь поудобнее. И мы предлагаем вам погрузиться в мрачную атмосферу 19 века. Это дневник Элизы Уизерби, часть 1. Второй день весны, 1890 год. Меня зовут Элиза, я ученица пансиона воспитанницы, это моя первая запись. Наш учебный год начался с весны, когда все вокруг только-только начало просыпаться. Красивая весна, великолепная. Как хочется порой выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Но воспитательница, леди Агнесса, настрого запретила этого делать. Она говорит: забудь о прошлом, всяк сюда входящий, у тебя настала новая взрослая жизнь. А я не хочу быть взрослой. Нас здесь 5, включая мою подругу Еву. Правда, мы познакомились по приезде, но уже сдружились. Как хорошо иметь верного друга в эти нелегкие времена взросления. Ночью меня разбудила Ева. Она сказала, что ее разбудила Кора, а Кору разбудила Мария, а Марию разбудила и так далее. В общем, не суть важно, действительно. Мария что-то услышала в коридоре. Она описала это так, как будто кто-то тащит нечто тяжелое. Мы подошли к двери и прислушались. За скрипами старого дома я не смогла ничего разобрать, а снаружи гудел ветер. Песня его была печальна и безрадостна. 6-й день весны, 1890 год. На уроке латыни Мария спросила у леди Агнессы, кто ходил ночью по коридору. А, кстати, вот мы видели вот этот журнал, там как раз латынь была написана. А в ответ на это леди Агнесса разъярилась и отправила Марию в комнату наказаний, что на чердаке. Это, наверное, вот как раз та самая, да. Ни я, ни Ева ни разу не бывали на чердаке. Девочки говорили, что там страшно и пыльно, а еще там стоят древние свечи, от которых жуть берет. Мария вернулась к вечеру. Она рассказала... 7-й день весны 1890-го. Дорогой дневник, я не успела закончить прошлую запись, потому что в комнату вошла леди Агнесса. Она увидела, что я делаю не домашнюю работу, а занимаюсь личными делами в противовес обучению. Так она сказала. Поэтому я получила выговор. Леди Агнесса отправила меня на кухню мыть посуду и пол. Пахнет там жутко. Уже будучи на кухне, я заметила на полу странное свечение. Голубоватый свет проходил прямо через доски, искрился и мигал. Я наклонилась поближе, чтобы рассмотреть это чудо, и услышала тихий шепот. А потом голос из света произнес: «Помоги!» Я хотела спросить, кто это, кому нужна помощь, но испугалась и убежала. Восьмой день весны 1890 года. Сегодня ветрено, но зато сухо. Погода мрачная, и на душе у меня скребут кошки. Мы учимся изо дня в день. Усердно изучаем латынь, историю, арифметику, рукоделие, чистописание. Ненавижу чистописание. Леди Агнесса очень строга. Она говорит, что мои буквы похожи на свиней, такие же грязные, заляпанные чернилами, а у моей подруги Евы в голове гуляет ветер, как по Парижской площади Согласия. Поэтому мы часто остаемся после занятий и в наказание переписываем все, что плохо написали. Также леди Агнесса говорит, что истинная гувернантка должна впитывать знания как губка, а не как тряпка, потому что об тряпку можно вытереть ноги. Все девочки здесь сироты и прибыли в пансион из приюта. Когда-нибудь леди Агнесса распределит нас по дворянским семьям, и мы больше никогда не увидимся. Истинно, погода сегодня мрачная. Вечером бедная Мария провинилась окончательно.
Вместо формы она осмелилась надеть красивое платье, которое отыскала где-то в пансионе, а леди Агнеса увидела это. Она отправила несчастную Марию в комнату наказаний на чердаке на всю ночь. Ох, каково ей там одной. Мария рассказала, что комната-то мала даже для взрослого человека. Посередине стоит одинокий жесткий стул, сидеть на котором самая худшая пытка в мире. Но стоять там долго невозможно, поэтому провинившийся непременно сядет на стул и испытает мучения. В прошлый раз, когда Мария была в комнате наказаний, когда уже стемнело, то услышала за дверью шаги. Она заглянула в замочную скважину и увидела темный силуэт. Медленно, точно черный плащ, он опустился на колени перед неким подобием алтаря, а потом что-то жутко зашептал. В тот же миг Мария ощутила слабость, как будто ей сделали кровопускание, вот только из нее выходила не кровь, а словно сама жизнь. В чувство ее привела леди Агнеса, которая велела живо отправляться в спальню. «Надеюсь, ты усвоила урок», — сказала та вслед. Ох, бедная Мария, что же ее ожидает сегодня ночью? 10-й день весны 1890-го. Мы учимся и учимся. Леди Агнеса словно вообще не знает усталости. Вернувшись из комнаты наказаний, Мария будто бы стала другой. Ее лицо осунулось, кожа побледнела, а под глазами залегли глубокие тени. Она стала молчаливой и больше не знает радости. Святые угодники, мое сердце разрывается от печали. А вот леди Агнеса словно наоборот, наполнилась силами, наполнилась жизнью. После занятий Мария стала проводить время одна, но это при условии, если она не была наказана, потому что теперь леди Агнеса ссылает ее в комнату наказаний все чаще и чаще, а Мария безропотно повинуется. Мы с Евой заметили еще одну неприятную перемену в нашей подруге. Мария стала какой-то жестокой. Когда мы работали в саду, она выкопала из земли червей и разорвала их в мелкие клочья. Она злорадно улыбается, если видит мертвую птицу или крысу, попавшую в ловушку. А крыс в пансионе пруд-пруди, но это точно. 11-й день весны 1890 года. Я не знаю наверняка, но у меня нехорошее предчувствие. Сейчас ночь, Мария вновь в комнате наказаний, а я пишу эти строки в кровати. Что творится с Марией? Посещая чердак, она словно расстается со своей душой, а ее место занимает какая-то совершенно новая сущность. Но сущность эта не из нашего мира, а с иной, темной стороны. Не хочу ни о чем думать. Буду ложиться спать. Завтра долгий и трудный день. Постскриптум. Дорогой дневник, день действительно был трудным. Я как будто очутилась в кошмаре. Утром леди Агнеса объявила, что Марии больше нет. Меня душат слезы. Такое чувство, что есть стеклянная ваза, хрупкая, стоящая на краю полки. Днем были похороны, гробовщики закопали гроб, и я видела, как потом леди Агнеса дала им деньги за молчание. 13-й день весны 1890 года. Ночью что-то дернуло меня пойти в ванную. За окном черной рекой разлилась беспроглядная ночь. Где-то ухала сова, далеко-далеко выл одинокий койот, а старый дом поскрипывал от каждого дуновения ветерка. Я помыла руки и собралась уж было возвращаться назад, как дверь медленно отворилась, и там, в темноте коридора, я увидела мертвую Марию. Она стояла возле лестницы и недобро на меня смотрела. Я забыла, как дышать. Мои ноги словно потяжелели в 1000 раз, поэтому я никак не могла сдвинуться с места. Она развернулась и побежала, зовя меня с собой. Не понимая, что делаю, я бросилась за ней. Мария выбежала в ночь, а я следом. Ночь стояла тихая, страшная, жуткая ночь. На полпути я заметила, что мы бежим к кладбищу, и сердце разом ухнуло вниз. Но вдруг я вознамерилась не поворачивать назад, а догнать беглянку и выяснить, что вынудило Марию вернуться с того света. Она подбежала к своей могиле и тут же исчезла. Я осталась совсем одна, на кладбище в окружении надгробий, утопающих во мраке. Как вдруг голос, леденящий душу голос, произнес: «Ты следующий!» И раздался он из-под земли.
Второй день лета 1890 года. Весна прошла безвозвратно, и вот уже жаркое дыхание лета обдало наши печальные лица. Длинные ночи наполнены стрекотом цикад и ароматом желтых лилий. Любимые цветы. Но моя подруга Ева сказала, что эти цветы кладбищенские, поэтому напоминают ей о смерти. О смерти, произошедшей тут, в пансионате. Я отнесла 2 лилии на могилу Марии. Все эти дни, когда духота прижимается к окнам, я вспоминаю слова Марии, сказанные из могилы. «Ты следующая», — произнесла она. Это не могло быть сном, нет. Или все-таки сон? Вот только я заметила, что леди Агнеса стала придираться ко мне по пустякам. Так и норовит отправить в комнату наказаний. Что, если я никогда оттуда не вернусь? Как Мария. 4-й день лета 1890-го. Девочки шепчутся, что каждую ночь слышат хлопанье дверей, тихие таинственные шаги. Как только одинокая луна восходит на темном небе, леди Агнеса поднимается на чердак, туда, где страшная комната наказания ждет, словно голодное чудище, очередную жертву. Вчера мы с Евой решились на отчаянный шаг. Я не могла больше выносить чувство безысходности, поэтому после занятий, когда леди Агнеса удалилась в свои покои, а у нас выдалось свободное время, мы отправились на чердак. Пахло там скверно, стариной и пылью, а посреди комнаты мы обнаружили старинный круг. Даже скорее пентаграмму, нарисованную на половицах. Внутри нее меня сразу обуял жуткий холод, и навалилось такое отчаяние, что я готова была умереть от тоски. Пока мы осматривали замысловатые рисунки и удивительные свечи, то и не заметили, как сумерки плотным покрывалом укрыли округу. Мы с Евой услышали, что кто-то поднимается по лестнице, и не нашли ничего лучше, как спрятаться за первой попавшейся дверью. Каково же было наше изумление, когда мы осознали, что находимся в той самой комнате наказаний. Но еще больше я удивилась, увидев замочную скважину темный силуэт. Что-то шепча на неизвестном мне языке, он встал в центре круга, явно призывая нечто. Нечто не из мира сего. Длинная черная сорочка, по плечам рассыпались тоже черные, как сама ночь, волосы. Внезапно я узнала в силуэте леди Агнесу. Мурашки по коже. Она зашептала заклинания, вызывая древних демонов или еще чего похуже. Ева заплакала, а леди Агнеса вдруг замолчала, вероятно, услышала посторонние звуки. О, святые угодники! Мы попятились от двери, слыша ее тяжелую поступь. А затем дверь распахнулась, а на пороге возникло кошмарное существо, которое может пригрезиться лишь в самых жутких снах. Оно рвануло вперед и схватило Еву. Я сразу обессилила и провалилась в холодную призрачную мглу. 5-й день лета 1890-го. Теперь я знала наверняка. Леди Агнеса чудовище, а все мы... Всего-навсего жертвы, попавшие в ее когтистые лапы, как мыши, которых загнал в нору чудовищный кот, и у них нет другого выхода, кроме как к нему впасть. Или как маленькие мошки, попавшие в паутину к пауку, и тот по очереди съедает одну за другой. Но самое странное в этом то, что я больше не боялась. Да, я больше не боялась леди Агнесу, поэтому решила провести собственное расследование и узнать, что же творится в этом пансионе. На следующий день после гибели моей подруги Евы леди Агнеса проводила занятия, как ни в чем не бывало. Она была так же строга с ученицами, как и всегда, а они дрожали точно листочки на дереве, который вот-вот сорвет порыв ветра. Но я смотрела ей в глаза без страха. После занятий, пока леди Агнеса проверяла тетради или делала вид, я решительно поднялась на чердак. При свете дня тут было иначе. Вот то самое место, где леди Агнеса проводила свои жуткие ритуалы. Свечи были потушены, письмена на полу не светились. Как вдруг... Свечи стали загораться одна за другой, будто разбуженные моим присутствием. Нет, словно я разбудила тут нечто незримое, что, очнувшись, дало о себе знать. Я убежала.
Шестой день лета 1890 года. Во время урока леди Агнеса отчитывала меня перед всеми за то, что я допустила помарку в рабочей тетради. Мне хотелось зареветь и разрыдаться. Но я зло на нее взглянула. Она не ожидала подобной дерзости, и тогда... Буквально на долю секунды ее лицо преобразилось, явив свой истинный жуткий лик. Ночь 7-го дня лета 1890-го. Я проснулась от какого-то шороха. Девочки спали, видя тревожные, пронизанные кошмарными событиями сны, а прямо передо мной висел бестелесный дух. От призрака исходила такая невероятная энергия. Дорогой дневник, знаешь, я однажды видела лампу накаливания, внутри которой трепыхали инородные линии. Взрослые говорили, что это ток, энергия. Так вот, внутри этого призрака тоже словно проходил ток, а сам дух был красным, озлобленным. Я очень испугалась, но дух заговорил, и я немного успокоилась. Оказалось, что это был неупокоенный дух женщины, давным-давно погибшей в стенах этого дома. Звали ее Темперанцией. Она рассказала мне пробирающие до костей подробности своей смерти, причиной которой была леди Агнесса. Теперь я знала все об этом чудовище, о том, что наш пансион стоит на месте, где находятся врата в мир темных сил, о том, что леди Агнесса пила кровь невинных, чтобы продлить свою жизнь, о том, что она жила уже несколько столетий. А также о том, что у нее была дочь, Лидия. Та погибла много-много лет назад. Темперанция попросила моей помощи, чтобы справиться с чудовищем. Первый день осени 1890 года. Дождь лил всю ночь. Лето прошло безвозвратно, унеся с собой тепло, покой и всех моих подруг. Теперь здесь никого нет. Дом пуст, холоден и безжизнен, как чье-то околевшее тело. Тут только я, наедине с чудовищем. Я видела собственными глазами, как смертоносные клыки впивались в плоть, как когтистые лапы рвали одежду, как кошмарное существо, в которое превратилась леди Агнесса, выпивало жизнь из моих подруг. Они не сопротивлялись, не могли этого больше делать. Все время я прячусь за книжными шкафами в библиотеке. Здесь пыльно и много пауков, но они хотя бы живы, в отличие от леди Агнессы. Я слышу, как она рыщет по коридорам ночами. Каким-то образом она чует меня, прислушивается к шорохам и звукам старого дома, и тогда я перестаю дышать. Не знаю, сколько я еще протяну. Третья ночь осени 1890 года. Я спала, подложив толстенный том анатомических исследований под голову, когда меня позвал голос. Звучал он глухо, словно с того света. Открыв глаза, я увидела перед собой призрачный дух Темперанции. «Пора», — сказала она. Я очень удивилась. Темперанция обычно появлялась ночью, когда грань между мирами была особенно тонка. Я поняла, что настал тот самый миг, когда я должна расправиться с чудищем. Несмотря на свое подавленное состояние, я была готова к этому. Внутри вдруг все закипело, но среди бурлящих воинственных чувств было еще одно, жгучее, точно крапива. Это был страх. Да, я боялась, что со мной случится то же самое, что и с другими, что я стану очередной жертвой демона, который выпьет мою жизнь, чтобы восполнить свои силы. Я взяла деревянный кол и в сопровождении Темперанции отправилась в покой леди Агнессы. К моему удивлению, дверь была не заперта. Спальня погрузилась во мрак, словно в черную воду. Окна были занавешены и не пропускали дневной свет. А там, в ворохе одеял, что-то двигалось. Глаза немного привыкли к темноте. На трясущихся ногах я подошла ближе и... О, святые угодники, то, что когда-то было леди Агнессой, исчезло, преобразилось. Я увидела раскинутые в разные стороны отвратительные перепончатые крылья, страшную разъявленную пасть, полную острых зубов. Два горящих ненавистью глаза вперились в меня. От бессилья я выронила кол, который намеревалась забить в грудь демона когда-то в прошлой жизни. Паника перехватила горло, и я побежала. Я струсила и ненавижу себя за это. Именно я подвела моих умерших подруг, чьи души теперь никогда не обретут покоя. Ноги несли меня вперед, вниз по лестнице, бегом через холл, нырок на улицу, еще один рывок. И вот я уже бегу по дороге, а позади из дома доносится страшный рык. Сама не понимая почему, я прибежала на кладбище и недалеко от старинной скульптуры увидела ступени, ведущие вниз, в темноту склепа.
Мне хотелось лишь одного — укрыться в каком-нибудь темном, неприметном месте, где меня никто не найдет. Этим местом стала заброшенная гробница. И пусть я пишу эти строки среди гробов и урн с прахом давно почивших людей, а мой огарок свечи уже еле тлеет, я знаю одно — утром на рассвете я сбегу. Да, я сбегу. Вот так заканчивается последняя часть дневника ученицы Элизы Уизерби. Но это еще не конец. В дальнейшем Винсу предстоит отыскать родственников девочки и разобраться со злом, царящим в доме раз и навсегда. Или зло расправится с ним окончательно. Ну, посмотрим. В ближайшее время выйдет новый эпизод прохождения этого челленджа. Не пропустите. И оставайтесь с нами на канале «Не без разницы». А также подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы делимся дальнейшими планами и сообщаем о выходе видеороликов. Ссылка на телеграм-канал находится в описании к этому видео и в комментариях. Если вам понравилось это видео, поддержите нас лайком и комментарием. С вами были Стас И Лёша. До скорых видео. Всем пока.